Всем привет! Вы находитесь на канале Frontier Vision Games. Меня зовут Вадим, и это мой первый девлог. Я уже довольно давно работаю в геймдеве, и наконец-то я решил реализовать свой проект. В этих сериях видео я покажу, как я делаю свою игру, с чем мне предстоит столкнуться и как я справляюсь с задачами. Надеюсь, вам будет интересно. Часть 1. Вдохновение. Я считаю очень важно определиться со своим источником вдохновения. Поэтому я хочу показать 3 проекта, которые меня как раз таки вдохновили для создания игры и заставили мой мозг двигаться в этом направлении. И первое, про что я хочу рассказать, это аниме про бездну. Made in Abyss, сделанный в бездне. Вначале я его даже не смотрел, я наткнулся на какой-то обзор на ютубе, но мне так понравилась эта концепция. Город, построенный вокруг бездны, куда люди спускаются за артефактами. Сама бездна поделена на уровни, и каждый новый уровень становится все сложнее и сложнее, и только профессионалы могут дойти до самого низа бездны. Вот эта концепция спускания и уровней бездны мне очень понравилась, и именно ее я и решил взять в свою игру. Ну а следующий источник вдохновения – это игра Only Up. В этой игре главному герою нужно подняться на самый верх. Мы просто поднимаемся по каким-то ассетам и пытаемся не упасть вниз. Упадешь вниз, начнешь все с самого начала. Вот такая вот идея мне очень понравилась. Но я просто решил ее перевернуть. Да? У нас уже есть бездна, и мы будем спускаться вниз. Хочется, чтобы ты всегда видел, какой путь тебе еще предстоит пройти, посмотрев вниз, и посмотрев наверх, ты будешь видеть, как много ты уже прошел. Это всегда мотивирует идти дальше. Также хочется, чтобы был хороший и сложный платформер. И иногда цена твоей ошибки – это то, что ты начнешь весь уровень заново. И нужно быть очень осторожным. Но если ты такой момент пройдешь, это просто неописуемая радость. Такие эмоции хочется дарить игроку. Ну и поскольку в моей игре персонажи будут спускаться вниз, возможность упасть как в Only Up исключена. Чтобы справиться с этой проблемой, меня вдохновила игра Hades. В Hades используется механика рогалика. Когда игрок умирает, он возвращается в начало. Это подходит для моей игры, так как персонажи будут пытаться спускаться в бездну все глубже и глубже, пока не достигнут самого низа и не раскроют ее тайну. Для успешного геймплея необходимо постоянно давать игрокам новый опыт. В Hades 2 ключевых элемента делают это возможным. Во-первых, огромное количество диалогов и лора. Каждый раз, умирая, игроки могут поговорить с новым персонажем, услышать новые истории или даже шутки над их смертью. Это делает смерть не такой уж неприятной, так как за ней следует новый контент. Кроме того, возвращаясь на базу после смерти, игроки всегда находят что-то новое. Предметы, очки, возможности улучшить себя или базу, подружиться с персонажами и так далее. Это создает желание вернуться назад и делает смерть менее значимой. Ну а второй важный элемент – это разнообразие оружия и способностей. В каждом забеге игроки выбирают новое оружие, получают новые способности. Благодаря этому даже одна и та же локация воспринимается очень по-разному. Пока игроки исследуют новые комбинации и варианты, они и так увлекаются, что даже не замечают, как быстро приближаются к финалу. Именно эти два аспекта я хочу, чтобы и были в моей игре. Кстати, насчет оружия, я уже даже придумал, какие 3 оружия появятся в моей игре. Это будет, во-первых, меч и щит. Во-вторых, это будет лук. И третье оружие это будут такие магические пушки. 2 пистолета, которые будут стрелять магической энергией. Возможно, в будущем оружия будет больше, но пока так. Часть 2. Сюжет. Так, сюжет, наверное, это слишком громкое слово. Я просто хочу немножко описать именно мир, в котором будет разворачиваться игра. Действия будут происходить на острове. Это остров Бессмертия, куда герой буквально падает с небес. На этом острове находится целый город, построенный вокруг бездны. Все жители этого города оказались здесь случайным образом, и никто не помнит, как они сюда попали. За пределами острова простирается бесконечная вода, и никаких других признаков жизни нет. Жители города ищут смысл своей жизни и пытаются понять, зачем они оказались на этом острове. В данный момент они нашли смысл в исследовании бездны и стремятся достичь ее дна. Возможно, там они найдут ответы на свои вопросы и поймут свое предназначение в этом мире. Часть 3. Создание проекта.
И вот когда я уже понял концепцию игры, я готов начать ее делать. Я буду работать в движке Unreal Engine 5. Мне кажется, он отлично подходит для компьютерных игр с яркой графикой. Кроме того, в нем есть отличный контроллер персонажа, который мы будем улучшать и в итоге создадим то, что нам надо. Так что поехали, запускаем. Так, я начал с шаблона с передвижением игрока от третьего лица. Несколько кликов, и у меня уже есть персонаж, который может бегать, прыгать, и, наверное, он даже уже мечтает о бездне. Затем я создал новую сцену для нашего острова. Представьте себе огромный кусок пустоты, который я буду заполнять своим воображением. Это чудесно. Я создал плоский ландскейп, также добавил свет, и вот уже есть над чем работать. Далее я немножко набросал горы и скалы, накидал такой вот блокинг города из кубиков. Вот. Ну и, конечно же, в центре у нас находится бездна. Скалу тут надо будет еще немножко нарастить, но это я уже буду делать в процессе дальше. Создал тут такой простенький материал, который показывает нам 1 метр расстояния. Так, вот здесь будет наш город, он будет вот так по кругу расположен, ну а по центру будет такая вот бездна, в которую мы будем спускаться. Так, ну главный спуск будет где-то вот здесь. Сейчас мы к нему бежим. Отсюда мы будем начинать свое приключение. Вначале мы будем выбирать оружие вот на этой плоской платформе. И далее у нас начинается спуск. Вот здесь мы будем идти. Здесь сейчас довольно пока кривой ландскейп, но это только начало. Все потом подровняем, все будет очень красиво. Тут у нас сейчас довольно жесткий свет, поэтому такие темные участки. И потом, когда добавим небо, все это немножечко исправится. Теперь немного о планах. На сегодняшний момент план такой. Есть бездна, состоящая из 5 уровней. Вначале я хочу сфокусироваться на передвижении игрока, искусственном интеллекте врагов, квестовых и диалоговых системах и других механиках. Вместе с этим я подготовлю и первый уровень. Когда все это будет готово, это будет моя официальная демо-версия, в которую каждый из вас сможет поиграть и написать мне фидбэк. Возможно, этот отзыв сильно поменяет внешний вид игры в дальнейшем. Ну, а на этом все. Вступление и рассказ об идее игры завершены. Я планирую выпускать видео по мере разработки, так что как только что-то новенькое появится, обязательно будет новое видео. В следующем выпуске я займусь блокингом города, определю, где будет расположена бездна, где будет спуск и какие ключевые точки будут размещены вокруг нее. Если не хотите это пропустить, не забудьте подписаться. Всем спасибо за просмотр и пока!